Ну что, ребят, дождались? Реально мы сейчас в один клик с вами создадим полноценный контент-план. Я вам покажу на примере контент-плана для инсты. Вы можете там использовать для телеграма, для чего угодно. В общем, смотрите, я нажимаю одну кнопку, один клик, одну кнопку, и теперь мне ChatGPT и система, построенная с использованием ChatGPT, создает полноценный контент-план не только там с заголовками, да, и с распределением постов по определенным тематикам, по определенное времени. Он мне создает сначала тему, идею, так называемый топик. Дальше он мне создает заголовок. Дальше он мне прописывает полноценный пост. Дальше он мне генерирует изображение для этого поста. И все отправляет непосредственно в мой календарь, мой Notion, где все это заполняется. Давайте сейчас остановим, я вам покажу, как это выглядит. Значит, смотрите, вот он в один клик нам создал такой вот календарь, в котором уже распределены, то есть я показываю, что здесь будут распределены те посты, те публикации, которые мы используем. В данном примере я показываю на теме искусственного интеллекта. То есть, смотрите, он мне создал пост для Инстаграма, называется «Идея для поста в Инстаграм». Робот пишет маркетинговый план. Пока ты спишь, добро пожаловать в эру ИИ. Он, значит, пишет, когда эта публикация должна будет опубликована, пишет ее статус, добавляет изображение с изображением. Сейчас покажу, как это выглядит. И добавляет, соответственно, сам текст для поста. Этот пост мы уже можем либо скопировать, то есть сменить его статус на статус, например, на проверке, или уже разместить, а дальше поместить, соответственно, в архив. И тему, и идею для этого поста он мне также все это показывает. Значит, кроме этого, он мне создал просто такую, знаете, таблицу, в которой он показывает, какие посты я могу использовать. Я могу менять порядок этих постов. Например, я не хочу его размещать 12, я хочу разместить его, например, 11 числа. И также здесь в подробностях этого поста я могу увидеть, соответственно, те изображения, которые он сгенерировал непосредственно для этого поста. То есть для этого поста конкретно можно использовать вот это вот изображение. Но в данном примере я показываю, как мы генерируем изображение с помощью DALL-E. Мне DALL-E 3 не совсем нравится. Я вам также в этом видео покажу, как использовать Midjourney, то есть как дополнительно сюда подключить еще Midjourney, чтобы ваш пост не только был привлекательный в плане вот текста, но также и он имел какую-то симпатичную картинку, привлекательную картинку, и даже всю эту систему можно настроить так, чтобы она автоматически после того, как мы создали эти публикации, она также и публиковала все эти посты в ваш Telegram, вашу инсту, вашу ВК, если вы старовер, конечно, то есть куда угодно, может быть даже в Дзен. Значит, я вам сейчас покажу, как мы собираем эту систему, как ее можно модернизировать, как сюда добавлять Midjourney, как всю эту систему настроить не только для создания контента, для создания постов, а может быть сценарий для длинных видео, идей для длинных видео, слов для длинных видео, может быть для коротких видео, для TikTok, для Shorts, для Reels. В общем, я покажу, как работает полностью эта система, как вы ее можете собрать и, соответственно, использовать в своем бизнесе для автоматизации. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и в этом видео я вам покажу, как можно автоматизировать процесс создания контента. И не просто автоматизировать, а чтобы искусственный интеллект на базе ChatGPT-4, либо любой другой искусственный интеллект, который вы только сами хотите использовать, можно было за один клик создавать там огромное количество постов, публикаций. Значит, сразу скажу, что вы можете скачать вот эту вот систему, которую я вам здесь показываю, в виде шаблона. Шаблон находится в моем телеграм-канале. Вам необходимо перейти по ссылке под этим видео и, соответственно, перейти в телеграм-канал, и там все подробности, как вы сможете, соответственно, получить этот шаблон. То есть, если вы не хотите, например, сейчас вместе со мной строить всю эту систему, вы просто можете взять, нажать импорт, blueprint и, соответственно, импортировать всю эту систему в свой Make. Мы работаем на базе Make, то есть эта вся система будет показана на базе Make. Если вы не знаете, что такое Make, посмотрите предыдущие мои видео, там есть подробно информация о том, как мы можем автоматизировать различные процессы, в данном видео процесс создания контента с помощью Make, и, соответственно, все это внедрить, подставить свои API и запустить работающий процесс без
просмотра этого видео и без той долгой настройки, которую мы с вами будем совершать. Но давайте я вам покажу, как создается такая система. Для этого я захожу в Make и нажимаю Create сценарий, то есть создаю новый сценарий. И здесь мы начинаем, соответственно, создавать сценарий. Значит, для начала что нам необходимо? Нам необходимо будет какие инструменты? Нам, конечно же, будет необходим чат GPT. Чат GPT — это искусственный интеллект, который нам будет, соответственно, весь процесс этот генерировать. Также нам необходимо будет использовать Notion. То есть я рекомендую использовать Notion. Notion отлично синхронизируется, работает там через тот же Make с чат GPT, поэтому и плюс у Notion есть огромное количество возможностей для автоматизации. То есть для того же там, создания контента Notion отлично нам подходит. Давайте сначала разберемся с Notion. Нам необходимо в Notion создать новую страницу. Давайте назовем эту страницу тестовый контент-план. Значит, мы сюда можем добавить иконку для того, чтобы, я рекомендую в Notion все же использовать различные иконки для того, чтобы мы могли... Окей, иконку мы выбрали, название прописали. Я использую бесплатную версию Notion, и мне здесь, в принципе, хватает тех инструментов, которые мне будут необходимы для работы. Значит, что я хочу в первую очередь сделать? Я хочу немножко настроить свой Notion, да, для того, чтобы мне было с ним удобно работать. Значит, здесь я могу тут же вставить в Notion календарь, который, соответственно, и будет в дальнейшем заполнять чат GPT. Но я как бы хочу немножко разделить работу с Notion на два элемента. То есть я хочу, чтобы у меня были и вот как здесь мы видим и отдельно посты, и отдельно календарь. Для этого я в Notion прописываю следующую команду. Я прописываю команду колонки и, соответственно, разделяю Notion на две колонки. Значит, первая колонка и вторая колонка. Значит, первой колонке я хотел бы, чтобы здесь мы ее сразу же выделим цветом. Для этого я выбираю Callout. И здесь также я выбираю Callout и выделяется цветом. Значит, здесь у нас будут идеи, да, идеи для постов. А здесь, соответственно, уже будет располагаться сам календарь. Календарь публикаций. Календарь публикаций. Значит, я также меняю здесь иконки, да, для того, чтобы мне в будущем было легче ориентироваться. Здесь я буду использовать календарь, иконку здесь идеи для постов. Хорошо, значит, идею для постов, календарь для публикации у нас, в принципе, здесь готов. Мы можем сдвинуть и расширить, соответственно, количество места для той или иной публикации. Окей, значит, идеи для постов, календарь для публикации. Нам сейчас необходимо создать дополнительный элемент, так называемый сам календарь. Мы здесь и прописываем тестовый календарь для инсты. Здесь вводим следующую команду. Нам необходимо найти календарь. Календарь View. То есть мы выбираем календарь, и теперь у нас здесь появляется полноценный календарь. В этом календаре мы видим, какое, например, сегодня число. Мы видим, соответственно, какие следующие числа. И, соответственно, здесь календарь пустой. Здесь еще нет никаких публикаций. Значит, мы называем этот календарь, например, Инстатест. Назвали этот календарь, и, соответственно, здесь мы также прописываем название календаря. Календарь основной. Этого достаточно. Также мы добавляем сюда таблицу. Таблицы мы также прописываем название, таблица идей для постов. Все. То есть сейчас что мы сделали? У нас есть календарь основной и есть, соответственно, таблица для постов. Все это находится в нашем тестовом календаре. Мы можем перейти в него сюда и, соответственно, увидеть его расположение. Отлично, у нас готов теперь календарь. Теперь нам необходимо немного настроить этот календарь. Для этого мы переходим в таблицу. И здесь в таблице нам необходимо дополнить элементы, которые будут играть как бы ключевую роль при создании нашего контент-плана, нашего календаря для постов. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы редактируем количество колонок, которые здесь располагаются. Какие колонки нам будут необходимы? Для начала нам будут необходимы, конечно же, колонки с названием. Значит, здесь у нас будет располагаться колонка идеи для поста, либо идеи для постов. Мы также можем сменить внешний вид этой колонки. И здесь, соответственно, уже будет располагаться колонка с идеями для постов. Дальше, значит, дата. Да? Пускай останется дата, это дата публикации.
дата публикации. Следующая, значит, колонку мы эту удалим, она нам не нужна. Мы сюда добавим дополнительные колонки. Во-первых, необходимо найти колонку статус, то есть мы вводим колонку статус. Колонку статус мы создаем для того, чтобы мы в будущем понимали, какие посты мы размещаем, какие размещены, какие не размещены. Значит, мы редактируем эту колонку и здесь можем прописать в to-do list, то есть те названия колонок, которые нам необходимы. Например, колонка создана, статус создан, да, самый банальный, самый простой процесс создан, и пускай она будет серая. Здесь я бы рекомендовал создать несколько колонок, например, статус готов к публикации и статус опубликован. Сюда я также бы добавил еще архив. То есть колонка со статусом архив, была бы она вот с такого серого, легко-серого цвета. И в принципе здесь уже достаточно. Но я бы еще сюда добавил колонку на проверке. То есть колонка на проверке говорит о том, что данный пост, он как бы уже создан, но он еще как бы на проверке. То есть эта публикация еще будет на проверке. После того, как она прошла проверку, она уже идет в статусе готова к публикации. Я, конечно, понимаю, что мы хотим все автоматизировать, но желательно, чтобы, конечно же, те публикации, которые создает нам искусственный интеллект, еще проходили дополнительную проверку человеком. Поэтому я всегда дополняю статус на проверке и уже после проверки статус готова к публикации. Для чего я это создаю? Вы можете с этим не заморачиваться, можете это не создавать, а просто нафигачить, соответственно, в календарь определенное количество постов. Но для нашего удобства, так как мы работаем в долгосрок, для нашего удобства мы можем видеть те публикации, те статусы публикации, которые мы в будущем размещаем. Мы их просто можем спустя время определенные размещать еще раз. Значит, хорошо, у нас есть идеи для постов, у нас есть статус, у нас есть дата публикации. Нам необходимо еще сюда добавить несколько колонок. Первая колонка дополнительная, это будет web URL, то есть файл. Эта колонка будет отвечать за изображение. То есть здесь будет ссылка на изображение, которое мы можем использовать для своих публикаций. Также нам необходима колонка пост, то есть где будет располагаться сам текст поста. Мы ее так и называем, текст поста. И ее смещаем сюда смещаем файл, статус, дата публикации. И еще одна колонка, которую мы назовем тема поста. То есть на основе чего будет генерироваться, соответственно, наш пост. Значит, как сейчас у нас выглядит, соответственно, наша таблица? Есть идея для поста, есть текст поста, есть файл медиа, есть тема поста, можно дополнительно создать еще колонку с заголовок поста. И сюда, соответственно, будет формироваться заголовок, который мы можем использовать там на изображении, на картинке, либо где угодно. Есть колонка с файл медиа, мы можем ее переименовать на изображение. Есть статус и есть дата публикации. В принципе, этого будет достаточно для того, чтобы мы создали себе полноценный контент-план. Смотрите, окей, значит, переходим в календарь основной. И теперь мы видим, что вот у нас есть такой календарь, который еще не заполнен. Значит, что мы делаем? Мы сейчас должны построить автоматизацию, которая автоматически будет в эту таблицу добавлять определенные посты, причем заполнять все эти ячейки и добавлять все это в календарь для того, чтобы сформировать тот самый контент-план, либо контент сценариев, контент чего угодно. Для этого мы переходим уже непосредственно в сам Make. Значит, мы удаляем ненужный нам элемент и создаем, соответственно, первый модуль. Что мы делаем? Добавляем модуль. Модуль будет называться repeater. Что он будет делать, этот модуль? Этот модуль будет поочередно создавать для нас посты. Мы можем, соответственно, поставить определенное количество постов, например, 7 постов, которые будут генерироваться там в течение
одного нажатия. То есть за одно нажатие мы будем создавать сразу же 7 постов, 7 публикаций на 7 дней для нашего контент-календаря. Можем поставить, соответственно, сюда 30 постов, да, и сразу же 30 публикаций будет генерироваться. Но зачем нам 30 публикаций генерировать? Мы поставим 7 постов и, например, поставим таймер, что он будет срабатывать один раз в неделю, например, по понедельникам, в определенное время, да, у нас будет срабатывать таймер и генерировать нам каждый понедельник по 7 постов для нашего контент-плана, которые будут, соответственно, адаптированы и использованы нами уже в той же инсте или где угодно. Хорошо, значит, мы настроили репитер. У нас есть 7 постов, которые будут генерироваться. Следующий элемент, который нам необходимо сделать, это подключить уже сюда чат GPT. Значит, что мы в чат GPT выбираем? Мы выбираем Create a Completion, то есть выбираем этот элемент, и здесь наша основная задача это будет подключить чат GPT. Что мы делаем? Мы подключаем, набираем add, вводим сюда API Key, который мы берем с сайта платформ чат GPT, платформ openai.com, и здесь есть такой раздел, как API Key. Здесь создаем Create New Secret Key и, соответственно, копируем этот ключ и вставляем его сюда. Также необходимо вставить Organization ID. Organization ID вы можете найти, нажав на Setting, и, соответственно, здесь будет информация Organization ID. Этот Organization ID вы вставляете сюда. Так как у меня уже есть связка с использованием ChatGPT, то я просто выбираю My OpenAI Collection. Значит, следующее, что нам необходимо сделать? Нам необходимо сейчас выбрать GPT-модель, которую мы будем использовать. Я рекомендую сейчас использовать GPT-4o, это самая дешевая GPT-модель, и при этом она на самом высоком уровне работает. И, соответственно, здесь прописать количество токенов, которые мы собираемся использовать. На первом этапе, то есть в первой связке, я рекомендую использовать не больше 500 токенов. Хорошо, значит, также нам необходимо сюда вставить сообщение, которое будет отправляться для того, чтобы чат GPT генерировал. Здесь на первом шаге мы будем генерировать идеи для нашего контента. Для этого мы выбираем user, то есть для кого будет генерироваться контент, для юзера. И, соответственно, сюда нам необходимо вставить промпт для того, чтобы чат GPT на этом этапе уже начал генерировать контент для нашей темы, для нашей ниши. Значит, все промпты я буду использовать со своего телеграм-канала. У меня есть следующий промпт для Make специально. Он на английском языке. Почему на английском языке, сейчас вам расскажу. То есть мы вставляем этот промпт. И здесь смысл в чем? Что нам необходимо на этом этапе создать топик, то есть создать тему, идею для нашей ниши. И сюда мы прописываем свою нишу. Например, у меня ниша искусственного интеллекта. Соответственно, я сейчас пропишу сюда нишу искусственного интеллекта. Все, прописал нишу искусственного интеллекта для маркетинга и бизнеса. И, значит, что здесь произошло? Вы можете сюда вставить свой промпт, либо использовать также наш промпт из базы данных. Ссылка находится на телеграм-канал под этим видео. То есть вы просто переходите в наш телеграм-канал и можете пользоваться всеми промптами, которые, соответственно, есть в нашей базе. Вставляете, меняете тему, меняете нишу. И здесь смысл в том, что чат GPT начинает генерировать нам, то есть создавать для нас специальную идею, специальный топик, специальное направление, на основе которого уже будет генерироваться там заголовок, генерироваться сам пост, генерироваться изображение. То есть, грубо говоря, он в данный момент начинает выступать таким мозговым штурмом, что ли, это можно назвать, наверное, так, который будет создавать для нас идеи для наших будущих постов. Мы так и называем его первый шаг. Генератор идей и тем. Если посмотреть на промпт, то здесь все достаточно просто, то есть он должен создать нам, сгенерировать нам определенную идею и тему. Мы можем тут же сохранить этот промпт и проверить его. То есть можно нажать Run
Runway и посмотреть, как он генерирует нам тему. Смотрите, мы так как задали 7 постов, давайте остановим его. Он нам уже сгенерировал, соответственно, 3 идеи для нашей темы в нише искусственного интеллекта. Значит, я на этом первом шаге всегда рекомендую, чтобы он создавал, то есть мы видим, что вот здесь нет никаких ошибок, здесь все прошло успешно. Я на первом этапе рекомендую, чтобы он создавал именно идею, тему на английском языке, для того, чтобы мы в будущем скинули ему эту тему идей, и он для нас написал лучший промпт уже на русском языке. То есть первый шаг, он должен сгенерировать идею, тему именно на английском языке. Хорошо, у нас все заработало, все работает, здесь он просто чуть-чуть не успел, мы его остановили, из-за этого вылезла небольшая ошибка. Значит, следующее, что нам необходимо сделать? Также есть альтернатива, то есть мы можем сюда вставить такой инструмент, как Tools, и показать ему различные варианты использования, соответственно, идеи и тем, просто сюда прописав те идеи и темы, которые мы хотим использовать. Но, на мой взгляд, мы таким образом всегда ограничиваем себя. Даже если вы там пропишете 10 идей, 10 тем, то он всегда будет создавать контент, основываясь на этих 10 идеях, 10 темах. А если он нам изначально будет генерировать идею, тему, то преимущество будет в том, что он постоянно будет генерировать какие-то новые свежие идеи, свежие темы, и мы не будем как бы зациклены и зажаты в рамках одних и тех же идей, одних и тех же тем. Поэтому на этом этапе я рекомендую ставить именно ChatGPT, а не функцию выбора идей. Хорошо, значит, следующий элемент. Мы также добавляем ChatGPT, также добавляем Create a Completion. Значит, этот элемент уже будет создавать для нас на основе этой идеи, он уже будет генерировать тему для нашего поста. Здесь то же самое. То есть у нас уже выбран ChatGPT, нам необходимо только выбрать модель ChatGPT. Я также выбираю ChatGPT 4o. Максимальное количество токенов. Здесь я уже забиваю чуть большее количество токенов, либо могу поставить количество токенов без ограничений. Для того, чтобы поставить без ограничений, я нажимаю 0. И здесь мне уже необходимо прописать роль, которую будет выполнять ChatGPT. Я выбираю системную роль. То есть системную задачу, которую он будет использоваться. И здесь просто прописываю, что ты стратег по созданию контента для Instagram. Все, этого в принципе будет достаточно. Если вы не для Инстаграма генерируете контент, например, для Telegram, то вы просто меняете Instagram на Telegram. Дальше, значит, вы создаете следующее сообщение уже на основе всей этой информации. Он должен нам сгенерировать контент. И здесь мы выбираем роль user и прописываем промпт. Промпт, который я здесь буду использовать, я также беру со своего телеграм-канала, либо все эти промпты приложены к видео, и, соответственно, вы их также можете использовать. Значит, вбиваете промпт. В чем смысл? В том, что он уже является стратегом по созданию контента, и ему нужно на основе той темы, которую он только что создал здесь, сгенерировать идею для поста, то есть уже полноценную идею. То есть здесь мы выбрали как бы тему, выбрали направление, здесь мы уже генерируем идеи для поста. И для этого мы здесь забиваем, что он берет результат вот отсюда и, соответственно, уже на основе этого генерирует идею для поста. Здесь максимальное количество можем токенов не указывать. Можем указать, например, там 1000 токенов, но пускай будет 0. Нажимаем ОК и все. И здесь также мы его переименуем для того, чтобы мы в будущем не вспоминали, да, для чего все это делается. То есть это у нас генератор идей для постов. То есть если здесь он нам генерирует направление темы, то здесь уже, исходя из направления темы, он уже генерирует сами идеи для постов. Нажимаем проверку, запускается процесс. Все, то есть смотрите, да, вот давайте остановим, здесь опять ошибка вылезла, потому что он чуть-чуть не успел. Значит, первую идею, то есть он взял идею и тему построения успешного бизнеса с помощью ИИ, цифровизация маркетинга из будущего сегодня. То есть он нам сгенерировал идею, и он может показать, на основе какой идеи, какого направления он это создал, он это сгенерировал. Вот из этого вот направления он нам сгенерировал, соответственно, идею. Использование искусственного интеллекта в маркетинге и бизнесе.
И здесь подробно расписано о том, как искусственный интеллект совершает в маркетинге и бизнесе, улучшая качество обслуживания клиентов, оптимизируя процессы, стимулируя принятие алгоритмов. То есть он сгенерировал тему и на основе этой темы уже сгенерировал идею. Сейчас нам необходимо следующим шагом, чтобы он на основе сгенерированной темы, сгенерированной идеи уже сгенерировал нам полноценный контент, полноценный пост. Для этого мы выбираем также OpenAI, Create a Completion. И здесь, соответственно, выбираем модель. Здесь уже у нас стандартная процедура, модель, максимальное количество токенов. Здесь также можем поставить 0. Здесь выбираем message, то есть сообщение, которое он будет использовать. Выбираем роль, это будет user. И здесь нам необходимо уже прописать полноценный промпт для того, чтобы он на основе этой темы, на основе этой идеи сгенерировал нам полноценный пост. Значит, что мы делаем? Мы опять заходим в свой телеграм-канал и используем следующий промпт. Добавляем его сюда, и вот он имеет такой вид. Мне вот не нравится единственное в Make, как он добавляет, соответственно, промпты в ChatGPT. Через команду Shift-Web приходится использовать. Значит, здесь нам необходимо опять сменить нишу, сменить направление. То есть здесь U Industrial, то есть ваша ниша. Мы меняем нашу нишу, и у нас опять все съехало. Ну, ничего страшного. И здесь нам необходимо в конце добавить ту тему, ту идею, которую, соответственно, он сгенерировал здесь. Поэтому мы выбираем результат из предыдущего элемента. Видите, когда мы на него наводим, он начинает так моргать. Вот он, результат из предыдущего элемента. И теперь на основе вот этого вот промпта, на английском языке промпт написан, потому что он лучше понимает на английский язык, но здесь указано, что промпт должен, то есть текст должен быть на русском языке. То есть если мы посмотрим более удобный вид этого промпта, то мы увидим, что здесь есть такая штука, что здесь стоит ограничение количества символов для того, чтобы Instagram, соответственно, принял наш пост. И, соответственно, пост должен быть написан на русском языке. То есть, если рассмотреть детально тот промпт, который мы здесь используем, вот он находится здесь, и вот здесь вот все подробно расписано, в чем секрет создания контента. Также я рекомендую, если вы используете, там, например, свои посты, просто зайдите в чат GPT, накидайте ему своих текстов и скажите, что вы создаете промпт для него же, чтобы он в будущем писал точно так, как вы. И, соответственно, он вам сделает идеальный промпт именно под вашу тематику, под вашу нишу и именно под вас. То есть, чтобы он максимально подробно и максимально комфортно мог генерировать результат для вас. Окей, значит, все. У нас сейчас есть генератор идей тем, генератор идей для постов и сам генератор постов. Давайте его также переименуем. Генератор постов. В принципе, здесь уже можно запускать процесс, поставить, например, здесь единичку, запустить процесс, и он нам сейчас сгенерирует идею, тему, сгенерирует идею и сгенерирует, соответственно, сам пост. Здесь мы можем играться там до бесконечности. Мы можем сюда добавить генератор для заголовков к этому посту, то есть на основе того поста, который он нам здесь написал. Вот давайте посмотрим, как выглядит этот пост. Вот. Картина в стиле Виктора Вазарелли, но вместо абстрактных форм сетчатые диаграммы и графики с надписью «Искусственный интеллект предугадывает, что вы можете побеждать». То есть здесь мы можем играть с постом и с промптом для того, чтобы получать уже тот пост, который нам необходим, то есть под наш стиль. Ну вот в таком вот виде у нас в принципе уже будет готовый пост. Значит, все, теперь нам это необходимо отправить непосредственно в Notion. Что мы делаем? Мы добавляем следующий элемент. Так, что-то у меня съехал. Выбираем Tools, Increment Function и здесь выбираем After One Screen on Run. Все, этот элемент у нас технический, он для того, чтобы у нас все функционировало и прекрасно работал. Значит, добавляем следующий модуль, и здесь мы уже вводим наш Notion. То есть тот Notion, который мы с вами создавали для того, чтобы он все это отправлял уже непосредственно в наш календарь. Здесь выбираем Create a Database Team, то есть чтобы он отправлял в наш Notion. И что нам необходимо сделать? Нам необходимо здесь привязать свой Notion, в который он будет все эти данные отправлять и добавлять, соответственно, в календарь. Для этого мы нажимаем Add и, соответственно, выбираем Notion Public.
и выбираем, прописываем его название. Я пропишу название, например, тест КП. Нажимаю Save. И тут же, соответственно, попадаю в авторизацию, то есть включается авторизация в Notion, где мне необходимо добавить, соответственно, авторизацию и выбрать, соответственно, тест контент-план, который мы с вами создали в самом начале. Нажимаю Allow. Все, значит, здесь у меня добавился мой Notion. Значит, здесь дальше я выбираю Select from the list и нажимаю поиск. Мне необходимо сюда вбить название нашего календаря, который мы с вами создали для Notion. Он так и называется: календарь для тест для инсты. Я копирую вот это название и вставляю его сюда, нажимаю ОК. Теперь он ищет, соответственно, ID, номер этой базы для того, чтобы в будущем в нее добавлять всю эту информацию. И здесь мы тут же видим все то, что мы с вами создавали как бы в самом начале. То есть, смотрите, идеи для постов, текст поста, тема постов, заголовок поста, изображение, статус, дата публикации. То есть идеи для постов, статус, текст поста, дата публикации, тема поста, заголовок поста. Вот. Нам необходимо, значит, в идее для постов мы выбираем вот эту вот идею, результат отсюда. То есть мы выбираем вот этот вот результат отсюда. Он будет сюда добавлять результат, созданный здесь. Статус будет у нас всегда создан. То есть вот этот вот статус, который мы с вами забивали в самом начале создан. Он будет, соответственно, также добавляться прямо здесь. Текст поста мы берем отсюда, то есть мы берем вот с последнего результата, добавляется, соответственно, текст поста. Start time и end time. То есть здесь, по идее, мы можем забить дату, когда будет публиковаться этот пост, вот эта вот дата публикации. Она может быть забита, соответственно, здесь и заканчиваться здесь. То есть мы можем прописать здесь дату, но сейчас я это не буду делать, и, соответственно, оставим ее таким образом. То есть я вам покажу еще один способ. И здесь забиваем тему поста. Тему поста мы берем, напоминаю, отсюда. То есть мы берем вот result и тему поста. И сюда мы можем добавить заголовок поста, но у нас, к сожалению, этого заголовка нету. То есть мы можем добавить сюда еще один элемент ChatGPT, и здесь будет формироваться заголовок поста на основе на основе этой публикации. И также мы можем добавить изображение. С изображением я вам чуть дальше покажу. Давайте сначала на простом примере покажу, как это работает, а дальше уже будем с изображением разбираться. Все, заголовок поста у нас остается нетронутым, дата публикации у нас остается нетронутым, у нас только вот такой вот базовый сценарий разыгрывается. Мы нажимаем «Сохранить» всю эту систему, и теперь мы можем посмотреть, насколько она стала удачно работать. То есть мы заходим в свой календарь, и здесь, соответственно, у нас один пост. Давайте один пост генерируем. Нажимаем Run Away и смотрим, как создается пост. То есть создается идея поста, генерируется идея, создается тема, генерируется идея, генерируется пост и отправляется все это в Notion. Все успешно прошло. Если у нас здесь, например, 14 постов, 7 постов, 20 постов, соответственно, он все это будет по кругу вести и создавать бесконечное количество постов. Но смотрите, он не добавил в календарь. Он не добавил в календарь по одной простой причине, потому что мы не указали, когда необходимо, то есть в какой день недели необходимо добавить, соответственно, этот пост. Но он добавил его NoDate. То есть вы видите, здесь появился элемент, называется он NoDate. Сейчас мы обновим, и вот, NoDate появилась циферка 2, да, вот она. Генеративный AI создает уникальный контент. Вот, нажимаем сюда, и здесь у нас видно, генеративный AI создает уникальные виртуальные маркетологи, которые анализирует и подсказывает, общается с клиентами лучшими, чем когда-либо. И, соответственно, написал пост, написал тему поста, но не добавил заголовок поста, не добавил изображение. Значит, по большому счету мы этот пост можем отправлять уже куда нам вздумается. То есть, какой день недели мы захотим, соответственно, в тот день недели мы будем его добавлять. Здесь также прописался статус его, что статус создан. После того, как мы проверили, например, изменили статус на проверке, и уже наш
там копирайтер, либо человек, который занимается проверкой, правильно ли все сделал искусственный интеллект, он уже, соответственно, изменяет этот статус на проверке, потом он сменяет его на готов к публикации, и вы уже потом публикуете его и отправляете в архив через определенное количество времени. И таким образом у вас здесь создается огромное количество постов, то есть мы можем включить интеграцию. Давайте здесь сделаем еще 3 поста. Включаем ОК, включаем, чтобы все работало. И у нас начинают создаваться, соответственно, наши посты непосредственно в Notion. И в самом начале видео я вам показывал, вот еще один пост создался, создается еще один пост. Здесь он также в NoData. Мы его переносим и размещаем в то время, когда мы хотим, соответственно, его использовать. Значит, здесь также пост без заголовка, без названия. Вот еще один пост создался. Да, сколько мы там поставили, я не помню, 3, да, или 7. Вот. И, ну, давайте, да, 3 поста мы поставили. Ну, мы можем здесь добавить 7, включить автоматизацию, чтобы она каждый понедельник в определенное время включалась и, соответственно, создавала нам посты, забивать уже непосредственно даты этих постов, и они уже будут сами сюда публиковаться, как я вам показал в самом начале видео. Значит, для того, чтобы нам еще дополнительно добавлялись, например, изображения сюда, мы сюда можем добавить модуль, да, дополнительный модуль, и здесь выбрать OpenAI, и здесь уже выбрать генерация изображения, то есть генератор изображений от DALL-E. И здесь выбрать версию DALL-E 3, прописать промпт, да, который мы хотим использовать. Например, промпт. И обязательно, чтобы промпт использовал текст нашего поста, вот этот вот текст нашего поста, для того, чтобы создал изображение на основе текста, на основе нашего поста, и здесь прописываем промпт, то есть что мы хотим видеть. Также мы можем показать там дополнительные элементы, то есть внешний вид поста, как будет генерироваться, это будет файл, либо это будет URL файла. Нажимаем ОК, и размер, соответственно, поста, его разрешение, да, HD разрешение, например, и нажимаем ОК. Все, он нам также будет уже генерировать изображение. Но эти изображения нам необходимо добавить элемент, куда эти изображения будут добавляться. И здесь мы выбираем изображение, image URL, и, соответственно, с генератора мы берем дату URL, и сюда уже наши изображения будут генерироваться. То есть, кроме всего этого будут генерировать изображения. Но я не рекомендую использовать DALL-E. Ну, не то, что не рекомендую, я не использую практически DALL-E в своей работе, потому что он достаточно капризный. Я использую Midjourney. У нас есть отдельный сценарий для Midjourney. Давайте этот сценарий сохраню и вам покажу. То есть у нас есть отдельный сценарий для DALL-E, Notion, для Midjourney и отдельный сценарий для Notion без изображения, то есть который вы можете использовать, соответственно, в своей работе. Вы эти сценарии можете не создавать, вот как я только что создавал. Сценарий с Midjourney, он выглядит немножко как бы побольше, да, там если здесь по 4 элемента, по 5 элементов, то там уже около 10 элементов, там добавляются новые другие элементы, на основе которых я запишу отдельное, соответственно, видео, потому что это видео уже достаточно длинное, большое. То есть таким образом мы создаем контент-план для чего угодно. Если вы не хотите заморачиваться вот так же, создавать сейчас по этому уроку все, то вы переходите в телеграм-канал и просто скачиваете, добавляете всю эту информацию, которую я вам только что рассказал, импортируете Blueprint, потому что я все эти созданные мной Blueprint экспортировал для того, чтобы подписчики моего телеграм-канала, соответственно, могли использовать. И все эти данные у нас также находятся в нашем телеграм-канале. Здесь есть и полезные видео. Здесь, соответственно, мы также прописываем сценарий, который вы можете скачать и включить в Make и использовать их для своей работы, чтобы генерировать контент-план реально за одно нажатие этой кнопки. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на канал. Здесь будет еще большее количество видео для автоматизации сценариев различных. Переходите в телеграм-канал, подписывайтесь на канал. С вами был Игорь Зуевич. Пока.